Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам праздничные фильмы, которые есть у меня в коллекции. Всего их у меня не так уж много, поэтому видео не должно быть очень длинным. И начать я хочу с фильма про Рождество. Их больше всего у меня среди праздничных фильмов. И первая такая картина — это фильм с Арнольдом Шварценеггером. Картина «Подарок на Рождество». Такое вот издание чешское. Здесь перевод на чешский язык оригинального названия данной картины «Jingle All the Way». И в данной картине события происходят под Рождество. Здесь видим Арнольда Шварценеггера в костюме Санта-Клауса. Такая вот его комедийная роль у данного актера. Далее, как не обойтись среди рождественских фильмов без серии «Один дома». На Blu-ray выходила только вторая часть, и она есть у меня в коллекции. Это известная картина, которую снял Крис Коламбус по сценарию, и который продюсировал Джон Хьюз. И в главной роли, в роли Кевина, актер Маколей Калкин. Такое вот издание. И фильм происходит под Рождество. «Один дома два», затерянный в Нью-Йорке. Далее. Два фильма на основе одной истории, а именно «Гринч». И первый — это фильм Рона Ховарда с Джимом Керри в главной роли «Гринч. Похититель Рождества». Такое вот издание в слипе. Это у нас фильм с живыми актерами, где очень сильно загримировали Джима Керри. Это на нормальное издание, потому что с русским языком данное кино выходило еще в другом издании, где был закадровый перевод, а здесь у нас дубляж данного издания. «Гринч. Похититель Рождества». И также есть мультфильм от студии Illumination, который вышел в 2018 году, и где в оригинале Гринча озвучил актер Бенедикт Камбербэтч. Такое вот издание в слипе также, но тут на упаковом только. По слипам у нас такая же картинка, такой же арт. Открываем. Присутствует внутренний арт данного издания. Также есть такая вот бумажечка с заданиями. С одним заданием и другим. А также в этом издании есть такой вот большой постер данной картины. Фильм «Гринч». Тоже, в принципе, неплохая картина. Неплохая адаптация этой истории. Таких вот два издания. «Гринч. Похититель Рождества» и просто «Гринч» 2018 года. Далее. Следующая картина. Это фильм «Рождество на двоих», или в оригинале «Last Christmas». Также слип. По слипам такая же фотография, такая же обложка.
присутствует внутренний арт у данного издания фильма. И есть буклет. Данного издания. Видим кадры из картины, главная героиня. В главной роли в этой картине снялась актриса Эмилия Кларк, а сам этот фильм основан на известной песне, которая также называется, как и фильм, Last Christmas. И эта песня, понятное дело, звучит в данной картине. Рождество на двоих. Далее. Еще один фильм рождественский. Это «Здравствуй, папа, Новый год». Это вторая часть. Несмотря на русское название «Здравствуй, папа, Новый год 2», первая часть не была посвящена Рождеству или Новому году. Это просто в русской локализации было такое название. В оригинале фильм называется, в переводе на русский язык, «Папочкин дом». Но именно вот вторая часть, она посвящена как раз Рождеству. Поэтому я показываю в сегодняшнем видео данную картину. Это у нас комедия, в которой снялись Марк Уолберг, Уилл Феррелл, Джон Литгоу и Мел Гибсон. Собственно, здесь они и представлены на обложке издания, данные актеры. Далее немножко хорроров рождественских. И первый из них это «Крампус». Такой фильм ужасов, но с тематикой Рождества, который посвящен такому персонажу, как Крампусу. А Крампус — это злой двойник Санта-Клауса. И такое вот издание данного фильма есть у меня в коллекции. Крампус. Далее. Как же не обойтись без гремлинов? Это у нас, опять же, фильм про Рождество, но также с элементами ужасов. Достаточно известная картина. Представлена у меня в 4К, где русский язык есть на 4К, а обычный диск без русского языка. События данного фильма, как и других, происходят под Рождество. И здесь про этого персонажа и про злых его клонов, которые появляются, если не соблюдать условия ухаживания за этим питомцем. Такая вот картина, которой в этом году исполнилось 30 лет. Далее. Фильм «Охотники за привидениями», а именно «Охотники за привидениями», вторая часть. Вот вторая часть. События, которые связаны и происходят под Рождество. Поэтому и показываю в сегодняшней подборке фильмов праздничных, которые есть у меня в коллекции. «Охотники за привидениями 2». Достаточно известная картина, которую снял режиссер Айван Рейнтман, и в которой у нас снялись Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Гарольд Рамис и Рик Моранес. Такая вот картина, которая связана с Рождеством. Далее, конечно же, как не обойтись фильмы про Рождество без крепкого орешка.
который у меня, во-первых, представлен таким вот изданием в стилбуке. Первая часть. Именно она, а также вторая часть являются фильмами рождественскими. Здесь у нас видим огонь сзади. Здесь и Blu-ray, и DVD в данном издании у меня представлено. И в главной роли во всех частях «Крепкого орешка», конечно же, Брюс Уиллис. А также есть такое вот издание, где у нас уже 5 фильмов. То есть все 5 фильмов данной франшизы. Такой вот толстый бокс. Лицензионное издание. И как я и сказал, в первой и второй части события происходят под Рождество, поэтому их можно назвать фильмами рождественскими. А сами по себе картины, конечно, являются боевиками, в которых Брюсу Уиллису, Джону Маклейну приходится спасать что-то в очередной раз. Такие вот два издания «Крепкого орешка». Также еще один фильм, где события происходят под праздник. Это у нас «Джентльмены удачи», в котором события происходят под Рождество. Это у нас картина Александра Серова. В главных ролях здесь у нас Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Георгий Вицин, а также актер Раднер Муратов. И здесь события происходят по Рождество. Есть герои встречают, под Новый год. Герои встречают Новый год. И поэтому показываю данное кино в сегодняшнем видео. «Джентльмены удачи». Далее. Есть у меня «Ну погоди». Я одна из серий, в которой главные персонажи пели песню известную, происходит под Новый год. Серия здесь названа «Навстречу Нового года». Такое вот издание «Ну погоди». Новогодняя серия. И это были все фильмы, которые были посвящены Новому году или Рождеству. Поэтому переходим к следующему фильму, предпоследнему. Это у нас «Тайна Коко». Здесь эта картина, события происходят, которые на День мертвых, когда родственники вспоминают своих умерших родственников. И события данной картины происходят в этот день. «Тайна Коко» — известная картина от Pixar, которая получила премию «Оскар» за лучший полнометражный фильм анимационный. Такая вот картина «Тайна Коко». Наконец, последний фильм, который я хочу вам сегодня показать. Здесь уже локальный праздник, День сурка, но как бы тоже праздник, поэтому показываю данный фильм в сегодняшнее видео. Также известная картина, которую у нас снял Гарольд Рамис. В главных ролях здесь у нас Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. Известная картина «День сурка», название которой стало нарицательным, и поэтому все фильмы про временную петлю любят сравнивать с данной картиной. И у данного издания британского присутствует такой вот внутренний арт. Такой вот фильм. А это было последнее кино на сегодня, которое я хотел показать вам. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.